Здравствуйте, дорогие подписчики и гости нашего канала. С вами «Счастье есть». Я Андрей, за кадром мой ассистент Олеся. Привет, привет! А сегодня мы будем готовить, как вы уже догадались по названию ролика, хачапури по-аджарски. Для этого нам понадобятся следующие ингредиенты. Внимание на стол. Мука. Уже просеянная мука. Здесь полкило, 500 граммов. Конечно же, сыр. Я буду использовать 3 вида сыра. Основной ингредиент – это сулугуни молодой, слабосоленый, мягкий сыр. Вот этот вот. Сыр по-эмеретински, тоже слабосоленый мягкий сыр. И пластовой сулугуни, старенький сыр, для чего я объясню позже. Вода 150-160 мл, молоко в таком же объеме, растительное масло 50 мл, соль столовая ложка, сахар столовая ложка, дрожжи живые 20 грамм, масло сливочное 20 грамм, мацони 4 яичка. Для чего объясню позже. Итак, приступим. Сначала мы будем готовить тесто. Прежде чем делать опару, я соединю 150 мл молочка и 150 мл водички. Так, добавлю туда сливочного маслица 20 грамм. И поставлю на разогрев. Просто мне нужно разогреть эту смесь до, скажем так, чуть выше комнатной температуры. 30, может быть, градусов, где-то 28-30. Я подогрел молочко с водичкой, с маслом. Вот такая вот смесь получилась. Значит, где-то на глазок я добавляю в мисочку теплого разогретого молока с водичкой, ну, миллилитров, наверное, 80-100. Вот так вот. Наверное, даже чуть больше получилось, но, в общем-то, не важно. Добавляю туда столовую ложку соли. Сахара. Извините, сахара. Не соли, сахара. Дрожжи. Живые дрожжи. И добавляю где-то столовую ложку муки. Вот где-то так, наверное. Все это помешаю. Ну вот. Теперь оставляем в покое. Пускай идет процесс брожения. Пока я накрою это пленкой. Вот так вот. Подождем немножко, потом замесим тесто. И потом я покажу, как сделать фарш-начинку из сыра. Тепленькая. Готовая. Вы посмотрите, какая прелесть. Какая прелесть. Так, теперь подсолим тесто. Чайную ложечку соли. Заливаем сюда нашу опару. Вот какая замечательная смесь получается. Так. И добавим желток одного яичка. Так, я постараюсь отделить. Ты сюда снимай. Белок от желтка. Сюда добавляем желток. Здесь остался у меня белок, который понадобится для приготовления фарша сырного. Так, ну что же, остатки теплого разбавленного молочка с маслицем мы выливаем в этот замес теста и начинаем равномерно вымешивать. Сначала лопаточкой, а потом руками. В процессе замеса теста, вот прошло минуты 3-4, пока мешаю, нужно добавлять постепенно
растительное масло. По чуть-чуть. Сначала так. Вот такой замечательный колобок у нас получается из теста. Так, ну что же, достаточно размешал. Теперь дам этому замечательному тесту отдохнуть. И поставлю в теплое место. Минут на 40, на 50. Я приступлю к приготовлению начинки. Значит, как я уже и говорил, буду использовать два вида сыра 50 на 50, то есть это эмеретинский сыр, мягкий, слабосоленый, и сулугуни, молодой сыр, вот такой вот, слабосоленый. Также я 100 грамм припас старого сулугуни, пластового, выдержанный пластовой сулугуни, который пойдет у меня на верхний слой хачапури. Значит, смотрите, получается в общей сложности 700 грамм сыра, 350 сулугуни, 350 эмеретинского сыра и 100 грамм пластового выдержанного сулугуни. Значит, выкладываю в мисочку сыр. Я буду его толочь руками. Ты скажи, Он если мягкий. не удастся найти эмеретинский сыр, его можно чем-то заменить более доступным? Да. Если вы не найдете эмеретинский сыр, можете заменить его подобными сырами, например, брынзой. Брынза очень хорошо подойдет. Просто таким вот образом. Давайте сулугуни, пока я половиночку выложу. Так, что же, сюда нужно добавить оставшийся белок от яичка. И, конечно же, мацони. Куда же без него? Здесь 50 миллилитров мацони. Вот так вот. И все вот это вот я замешаю. Вот так очень хорошо. Фаршик перемешался. Сейчас я его накрою пленочкой, отложу в сторону и оставлю в сторонку. Пока у нас доходит тесто, я еще подготовлю сыр сулугуни, натру его, который я буду добавлять уже сверху нашего хачапури. Вот так вот, такая горочка натертого сыра сулугуни у меня получилось. Ну что ж, дорогие мои, вот и выросло мое тесто до таких вот размеров. Какая прелесть. Что же, начну сейчас вымешивать его и готовить хачапури по-аджарски. Какая прелесть. Какая прелесть. Вот так вот. Так, ну что же. Разделю его на две части. Приблизительно так. Пока я буду приготовлять один кусочек, одну хачапурину, вторую часть я накрою, чтобы она не обветрилась. Так, а пока я буду придавать тесту форму, я включу духовку. Где-то, не где-то, а точно 200 градусов вверх-вниз, без конвекции. Пускай разогреется. Итак, придаем заготовке форму круга.
Ну вот, расплющил немножечко шарик, придал более-менее округлую форму. Теперь займусь начинкой. Значит, я буду делать 2 лепешки, постараюсь разбить приблизительно одинаковое количество по массе сыра. Так, теперь распределяем сыр сначала по краешкам, плавно переходя к серединке хачапуриной. Так, теперь я распределяю, стараюсь распределить более-менее равномерно. Да, забыл сказать, что это один из способов приготовления хачапури по-аджарски, таким образом заполнение сыром. Есть еще множество других. Например, сначала заполняют сыр по кромке круга, заворачивают этот круг и потом уже добавляют в центр. Я сейчас сделаю другим, но тоже традиционным путем. Значит, сворачиваю рулетики. Смотрите, я аккуратненько вот так вот заворачиваю как бы в трубочку одну сторону. Аккуратненько пытаюсь завернуть с другой стороны. Вот так вот, подводя все это к, так сказать, общему диаметру. Здесь я мало свернул, здесь стараюсь свернуть равномерно, более-менее. Вот так вот. Вот так. Еще можно вот так. Так. И вот так. Так, теперь немаловажный, немножко сложный процесс — это значит, защипить края лодочки. Лодочки, вы понимаете? Хачапури по-аджарски — это не только замечательный продукт, рецепт хачапури, но еще и как бы традиционный некий такой, скажем так, исторический момент. Почему лодочка? Ну, наверняка вы знаете, что есть такая легенда. Аджарские рыбаки, отдыхающие на берегу моря, поглядывали на голубые просторы моря, светило яркое солнце, восходило, и, так сказать, вот эта вот лодочка символизирует нелегкую, но в то же время романтическую и радостную жизнь моряков, а яичко, которое будет украшать желток, оно символизирует солнце, символ жизни. Вот как-то вот так вот. Вот, одну лодочку мы приготовили. Давайте я сразу положу ее на противень. Так, приступим ко второй форме. Так, у нас практически все готово. И завершим процесс. Значит, у нас осталось 3 яичка. Одно яичко мы сейчас используем. Так, размешаю яичко и обмажу бортики лодочки яичком. И последний штрих я добавлю сверху тертый сулугуни. Все. Теперь отправляем это чудо в печь. Ждем 15-20 минут. Прошло время. Хачапури готово. Давайте подготовим яичко. Мы положим желток. Поэтому я отделю желток от белка.
Так. И отрежу кусочек масла. О, какие здоровые королевские получились просто хачапурины. Так. Вот таким вот образом кладем маслице. И сюда выкладываем желток. Пока все это горячее, вот, друзья мои, с пылу с жару получилась у нас вот такая замечательная хачапурина. Заметьте, что края лодочки насыщены сыром. Сейчас она чуть-чуть подостынет, потому что очень горячо. И я покажу, как ее кушать. Хачапури немножко подостыла. Я уже могу теперь ее вот так вот безболезненно трогать руками. Ну что же, пробуем. Смотрите, как выходит сыр с бочков. Берем кусочек. Видите, там сыр. И вот так вот макаем. Вот так вот. Прекрасно. Прекрасная лодочка. Очень насыщенная, с сыром. Вот такая замечательная хачапури по-аджарски у нас получилась. Так что, ребята, готовьте с удовольствием, ешьте с аппетитом. А мы с вами прощаемся. Не забывайте поставить лайки, подписаться на наш канал. С вами был я, Андрей, и Олеся. Всем всего самого наилучшего. Пока.